Грыжа межпозвоночного диска. Чем она опасна? Если у человека грыжа большая и возникла она в определенном месте, то это может привести даже к инвалидности. Я Эдуард Якупов, профессор-невролог, и я расскажу простым языком о сложных проблемах, которые встречаются у многих из вас, когда беспокоит грыжа диска. Вот мне поступил такой вопрос. Грыжа диска в шейном отделе позвоночника. Есть компрессия. Можно ли как-то исправить эту ситуацию? Я, во-первых, хочу сказать слова благодарности тем из вас, кто задает мне вопросы, комментирует на YouTube-канале. И очень важная информация. В нашем ролике мы не сможем ответить на все вопросы, и многое вы почерпнете из моей лекции на эту тему «Боль в спине». Будьте внимательны, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, лайки, я буду обязательно отвечать на ваши вопросы. И вот вопрос, который я уже озвучил. Я должен оговориться. Не глядя пациента за глаза, я, конечно, не опишу и не распишу сценарий лечения, программу лечения, обследования. Это было бы совершенно неверно. Мне надо дотронуться до пациента руками, взять иголочку, молоточек неврологический в руки и посмотреть его, чтобы дать конкретное заключение по конкретному пациенту. И еще, очень важно, я всегда это говорю, что сама по себе протрузия, пролапс, проще говоря, грыжа диска, не несут под собой клинического диагноза. Вот если есть боль, которая многомерна, и причины боли в спине тоже многомерны, и могут быть вызваны не только вот этой самой компрессией, грыжей диска, но и миофасциальным синдромом, и дисфункцией крестцово-подвздошного сочленения, и фасеточным синдромом тоже, то это тоже причина боли. Вот буквально где-то недели 3 тому назад меня здорово скрутило. Настолько здорово, что я вот ходил вот такой кривой, и была очень сильная боль в поясничном отделе позвоночника. Причем я знаю, что у меня есть протрузия на поясничном отделе позвоночника. Но, будучи неврологом, я, понимая определенные клинические особенности моего болевого синдрома, понял и сам у себя диагностировал дисфункцию крестцово-подвздошного сочленения. Я не побежал ни к нейрохирургу, ни к неврологу, я сам таковым являюсь. Несколько дней терапии НПВП, лечебная физкультура, и боль ушла на нет. Но грыжа-то у меня остается, и вот пока я с вами разговариваю, никуда она не делась. Но она для меня клинически не актуальна. То есть вопрос о том, как исправить ситуацию, когда у меня есть грыжа в шейном отделе, он скорее риторический. И если только компрессия вызывает резкую, острую, продолжительную боль, ну если в данном случае шейный отдел страдает в руке, если поясничный отдел отдает резкая боль в ногу, и этот симптом, болевой синдром, мучает вас очень долго, ну скажем, месяца 2 как минимум, а то и 3, и стала уже боль хронической, то это повод обратиться к нейрохирургу. Если вам не помогают консервативные методы лечения, я это тоже хочу подчеркнуть. Это повод обратиться к нейрохирургу, если вас мучает долгая, мучительная, острая боль. Ваше отношение к корректорам осанки, показаны ли они? Я часто говорю, что нет ничего лучше для нашей осанки, чем мышечный корсет, собственный корсет. Другое дело, что формировать его приходится долгими, упорными упражнениями. А вот когда вы используете искусственные корсеты, корректоры осанки, они, конечно, могут помочь вам. И даже кто-то из вас почувствует облегчение, но как только вы его снимете, ваши мышцы, которые не испытывали нагрузки, приведут в то же самое положение вашу спину. Вот так. И вам снова захочется одеть корректор осанки или корсет. И опять на своем примере. Я очень часто горблюсь, сутулюсь, иногда даже во время съемок вы это видите, но стараюсь поддерживать свою осанку и ходить прямо. Для этого я выполняю целый ряд упражнений. Я разработал целый комплекс специальных упражнений для таких, как я. Только хотел сказать, для таких, как вы. Для таких, как я, кто порой испытывает боль в спине, кто сутулится, у кого есть вот эти вот проблемы. Я же тоже человек. И здесь хочу сказать особо. Это комплекс, который поможет очень многим нашим пациентам, людям, испытывающим боль в шейном, грудном, поясничном отделе позвоночника. Он помогает улучшить состояние опорно-двигательного аппарата, связок, мышц. И единственный его недостаток и минус, что надо эти упражнения, этот комплекс выполнять регулярно. Вот вы можете посмотреть, у меня на YouTube-канале есть из этого большого комплекса одно всего лишь упражнение
при боли в плече, которое собрало, уже, наверное, тысячи и тысячи разнообразных благожелательных, положительных откликов. И это, поверьте мне, не боты, это реальные люди, которым это единственное упражнение помогло. Загляните на YouTube-канал «Боль в плече». Это упражнение поможет тем, кто испытывает большие трудности при выполнении вот этого движения. Очень многие из вас жалуются на то, что они не в состоянии завести руку назад. Женщина не в состоянии, например, застегнуть бюстгальтер. То есть вот это движение практически невозможно. В том случае, если у вас болят оба плеча, тот же самый принцип действует. Я подчеркиваю, эти упражнения я показываю специально для тех, кто испытывает большие затруднения и боль при выполнении в плечевом суставе. Те, кто может выполнять разнообразные движения, молодые люди, легкоатлеты, тяжелоатлеты, которые испытали какую-то нагрузку, но для них покажутся эти упражнения легкими, не улыбайтесь. Это упражнение для пациентов. И вы можете получить доступ к этому комплексу. Вот все ссылки в описании к этому ролику. Загляните, пожалуйста. И внимание, по промокоду «Доктор» вы получите скидку на этот комплекс. Следующий вопрос напрямую связан с болью в спине и грыжей диска. Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, как вылечить грыжу L5-S1. Лечение 10 дней в больнице, результата не дали. Магнит, лазер, уколы, боль по ноге идет, напрягая икроножную мышцу. Надо ходить разным темпом. Я думаю, кто-то из моих зрителей YouTube-канала узнает свой комментарий и свой вопрос. Здесь очень важно сказать, что кроме самой грыжи диска, есть формирующийся на ее фоне миофасциальный синдром. Миофасциальный синдром приводит к тому, что в мускулатуре, если мы говорим в данном случае о поясничном отделе позвоночника, то в мускулатуре ног, мышц таза могут появляться локальные мышечные гипертонусы. У нашего зрителя это локальный мышечный гипертонус, вероятно, он беспокоит его и появился в икроножной мышце. Это небольшое локальное уплотнение, которое тревожит его при ходьбе, вызывая вот эту мучительную ноющую боль. Похожий же вариант, когда возникает локальный мышечный гипертонус в грушевидной мышце, и тогда ночью человека беспокоит долгая, мучительная, ноющая боль, которая отличается от корешковой, компрессионной боли, как говорят неврологи, когда корешок, спинномозговой корешок ущемляется грыжей, в этот момент, как кинжал простреливает ногу. Так вот, при миофасциальном болевом синдроме боль становится другой, ноющая, тупая, но не менее мучительная. И вот в этом комментарии, как вылечить грыжу L5-S1, когда боль в икроножной мышце, то большой вопрос, сама ли грыжа вызывает эту боль, или миофасциальный болевой синдром, возникший на фоне грыжи, который лечится уже другими методами. И на эту тему у нас тоже есть ролик на YouTube-канале, посмотрите, поищите его. Вот тут уже вопрос не к нейрохирургу, к которому наверняка может сходить такой пациент, а к неврологу, кинезиотерапевту, физиотерапевту, который будет помогать расслаблять мышцы и проводить соответствующую коррекцию миофасциального болевого синдрома. Коротко. У вас была грыжа диска. Боль стреляла, как кинжал, пронзала всю ногу до пятки. Потом эта боль стихла, но появился другой характер боли, ноющий, мучительный, в икроножной мышце или в бедре. А уже нет вот этого кинжала, электрического тока, жжения. Это значит, что появился миофасциальный болевой синдром. Словно, знаете, как вот камушек бросили в воду, бульк, вот это бульк, это грыжа диска, компрессия. А круги на воде, которые остались от этого камня, это вторичные последствия грыжи диска. В частности, вот этот миофасциальный болевой синдром. И устранять его можно уже с помощью ЛФК, специальных медикаментозных блокад, лечебные, обязательно какие-то воздействия нужно проводить, я имею в виду НПВП, миорелаксанты, которые будут воздействовать уже не на грыжу диска, а на миофасциальный болевой синдром. Следующий вопрос. Спасибо за полезную информацию. Доктор, подскажите, можно делать ЛФК или нет, при каком диагнозе антилистез L5-S1 со спондилолистезом? Можно делать. Можно делать и укреплять мышечный корсет. Очень хорошо помогают статические упражнения без размашистых больших крупных движений. То есть, еще раз, я адресую вас и направляю к нашему комплексу, который вам поможет укрепить мышечный корсет, улучшить состояние опорно-двигательной системы. Потому что статические упражнения менее вредны. А вот если вы на динамике работаете, вот так вот, да,
да еще в руки возьмете гантели, пытаясь укрепить мышцы, вы таким образом можете навредить себе. Если же вы плавно, медленно прогибаетесь и застываете в одном положении, это статика. Еще один важный вопрос. Человек лечил спину, грыжу диска, даже сделал операцию, а боль сохраняется. Здравствуйте. Диагноз радикулопатии, корешковый синдром, боли сильные и жгучие по одной ноге. Лечили в стационаре по классике, боль снимал только прегоболин, больше ничего не помогал, даже трамадол. Прошел год. Боли в состоянии лежа и сидя не беспокоит, но не могу разогнуть ногу. Быстро устаю ходить, больно, а не менее в колене не прошла. Вот порой бывает так, что человек лечит эту боль, она не проходит, сохраняется чувство жжения, очень сильная боль сохраняется. В этом случае вряд ли помогут медикаментозные средства и, возможно, проведение нейрохирургического пособия. Есть такая методика, техники нейромодуляции помогут человеку избавиться от этой боли. Они проводятся в федеральных центрах, чаще всего это Москва, Санкт-Петербург, Томск, Тюмень, Казань. Можете обратиться туда, но это уже прерогатива не невролога, а нейрохирурга, причем специально обученного для проведения этих техник нейромодуляции. И эти техники непростые, они связаны с уже нейрохирургическим пособием. Резюмируя, я хочу еще раз подчеркнуть, что грыжа грыжей, но причин боли в спине много. Есть специфические и неспецифические. Я еще раз приглашаю вас к просмотру моей большой лекции «Боль в спине». Вы там почерпнете намного больше информации на эту тему. Но если у вас была или есть грыжа диска, не надо отчаиваться. Все-таки есть хорошие комплексы лечебной физкультуры, медикаментозной поддержки. Если боль долгая, мучительная, есть нейрохирургические пособия. Нет тупика. Есть разные варианты выхода из этой проблемы. Я желаю вам жить без боли, чтобы спина вас не мучила, не беспокоила. Будьте здоровы. Всего доброго.